Вы в одном решении от момента, который изменит все. Не в следующем году. Не на следующей неделе. Даже не завтра, прямо сейчас, прямо здесь. Пока вы слышите это сообщение, небеса наклоняются. Что-то древнее движется в атмосфере, священный трепет сотрясает землю под твоими ногами. И вы даже еще не знаете об этом, но ваша жизнь уже переписывается на языке чудес. Это не просто видео. Это не просто очередное сообщение, это божественный отсчет, священный сигнал, что ваш сезон страданий рушится под тяжестью обещания, слишком могущественного, чтобы его можно было откладывать дальше. И Бог ждал этой самой секунды, чтобы прошептать секрет в ваш дух. Осталось всего 10 секунд. 10 секунд до чего? 10 секунд до божественный взрыв прорвается сквозь ваши барьеры. 10 секунд до твое наследство прорывается сквозь туман задержки. 10 секунд, прежде чем все, что сдерживалось, здоровье, богатство, восстановление, мир, обрушивается на вашу жизнь, как поток с небесного престола. Но вот в чем загвоздка. Ты должен остаться, вы должны оставаться под этим словом. Святой Дух говорит, но его голос синхронизирован. Он выпустит последний ключ, захватывающий дух объявления, только в конце, потому что тяжесть грядущего должна быть раскрыта поэтапно. Если вы сейчас уйдете, вы пропустите подтверждение, вы уйдете от тех самых ворот, которые вы умоляли Бога открыть. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Поэтому я бросаю вам вызов. Нет, я приказываю тебе во имя Иисуса остаться со мной. Ваш прорыв не начинается с начала этого сообщения. Он приземляется на последнем вздохе, когда время заканчивается и Бог вмешивается своим громовым указом. Сейчас самый момент. «Дитя мое, ты кричал. Ты шептал в подушку ночью: Господи, ты видишь меня?» И да, он видел. Он видел каждую тихую молитву, каждое приношение веры, каждый момент, когда ты выбирал верить, когда было бы легче сдаться. И теперь, потому что ты не сдался, он отвечает чудом столь великим, что даже ангелы останавливаются, чтобы стать его свидетелями. Чувствуешь грудь? Это давление, не тревога. Это дух пробуждается. Чувствуете этот жар за глазами? Это не просто слезы. Это божественное предвкушение. Бог собирается бросить вызов правилам вашей реальности. Он собирается переписать законы причины и следствия, ибо там, где было бесплодие, Он повелит плодоносить, где был долг, Он вызовет богатство. И где была тишина, Он крикнет: «Вот, я творю новое». Но Он не будет кричать до конца. Поэтому я прошу тебя, не ради себя, а ради тебя, не смей прекращать смотреть. Даже на секунду. Не позволяйте отвлечениям украстью заявление назначено твое имя. Это твой час посещения, и если ты уйдешь, ты можешь пройти мимо дверь, которой ангелы в настоящее время готовятся открыть специально для вас. И прежде чем наступили последние 10 секунд, ты должен быть готов. Вы узнаете точный момент, когда время растворится в вечности, когда этот мир уступит место сверхъестественное объявление, и твое имя произносят в небесных судах. Вы почувствуете это в своих легких, удушающую срочность. Вы почувствуете это в своей груди, огонь ожидания. И тогда чудо снизойдет. Так что слушай меня, слушай всем своим существом, неожиданное уже в пути. Дверь дрожит. Замок ломается. И голос Божий возвышается, словно буря славы. Оставайся. Смотри. Жди. Потому что в последние секунды этого сообщения Он приходит. Всему свое время. Время рождаться. Время умирать. Время разрушаться и время строить. Да, есть время плакать, но, дитя Божие, есть также священное время снова смеяться.
снова дышать, снова жить. И прямо сейчас, в этот самый момент является что время. Не путай тяжесть, которую ты чувствуешь с отчаянием. Не путай давление, которое ты нес с наказанием. То, через что ты прошел, каждая безмолвная боль, каждая невидимая слеза, не случайно это священная оркестровка. Вы находитесь в конце мучительного сезона и в начале вышегобожественное раскрытие. Я знаю, через что ты прошел. Ты познал горький вкус бедности не только в кошельке, но и в сердце. Ты прошел через духовный голод, когда казалось, что небеса закрыли свои двери. Ты похоронил мечты. Наблюдал, как возможности ускользают из твоих рук, как дым. И ты спрашивал: «Боже, почему мне кажется, что я всегда тот, кто забыт?» Слушай внимательно. Небеса тебя услышали. Потому что то, что выглядело как заброшенность, на самом деле было выравнивание. Время, которое вы считали потраченным впустую, на самом деле была подготовка к твоему возвышению. Причина, по которой вещи не происходили раньше, заключается в том, что они не должны были. Вас позиционировали для назначенное время, и Екклесиаст 3 прямо сейчас отзывается эхом в глубинах вашей души, как трубный звук подтверждения: всему свое время, и время всякой вещи под небом. И, возлюбленные, это ваш сезон цели. Почва растрескалась. Старое умерло. Семя пробилось под поверхностью. И урожай шевелится в невидимом царстве. Духовная утроба достигла полного срока. Вы стоите в божественном «сейчас Бога» столкновение, где каждая неотвеченная молитва встречает свое исполнение, где каждая закрытая дверь распахивается со сверхъестественной силой. Но давайте не будем притворяться, что боль не была реальной. У вас были дни, когда вы не могли смотреть на себя в зеркало без стыда. Ночи, когда тишина в вашей комнате была громче грома. Может быть, вы шептали что-то вроде: «Это моя судьба. Я всегда буду в нужде. Что-то не так со мной». И вот вам суровая правда. Когда бедность прикрепляется к вашей личности, она не просто забирает ваши деньги, он отнимает у тебя радость. Он сокрушает твою надежду. Он убеждает тебя, что твоя ценность измеряется твоим имуществом. Но послушайте слово Господа сегодня. Ты не твой банковский счет. Ты не твое сломанное прошлое. Ты не неудачи, которые ты нес, а ты – это помазанный ребенок завета Бога, кто называет конец от начала и провозглашает, что и тот сезон – время вашего перерождения. Да, было больно. Да, это заняло больше времени, чем ты думал. Но Бог не забыл. И Он не позволил этой задержке уничтожить тебя. Он использовал его для подготовки сцены. Сцена настолько великолепная, настолько совершенно чудесная, что когда Он ступит на нее, ваша история изменится так, как ни один человек, ни один дьявол, ни одни обстоятельства не смогут изменить ее. Враг пытался убедить тебя, что ты всегда будешь нищим, что ты всегда будешь чувствовать себя невидимым, что ты всегда будешь жить за пределами благословения, наблюдая, как другие возвышаются, пока ты остаешься застрявшим в циклах. Но сатана – лжец, а Бог – Бог времен года, и сегодня он провозглашает громовым голосом: сезон изменился. Небеса открыты. Дождь идет. И это ваше время собирать урожай. Но поверите ли вы в это? Потому что это чудо, это излияние требует вашего сердца. Не ваше совершенство, не ваши результаты. Просто ваша готовность оставаться посаженными под звук голоса Божьего. Если вы можете принять это слово, если вы можете опереться на этот святой момент и сказать: «Да, Господь, я верю», тогда урожай начнется в местах, которые вы считали мертвыми. Некоторые из вас все еще боятся надеяться снова.
Я чувствую это в своем духе, когда говорю. Вы доверяли раньше и были разочарованы. Вы верили раньше и были раздавлены задержкой. И теперь даже это сообщение кажется рискованным. Но позвольте мне спросить вас, как слугу Всевышнего, что, если это тот момент, которого ждала ваша жизнь? Что, если страдание было подставой, а это сообщение – ваш знак, что ожидание окончено? Ты не можешь позволить себе сомневаться сейчас. Не сейчас. Никогда над твоей жизнью сгущается туча. Никогда ангелы отправляются с твоим именем на задание, это переломный момент, последняя трещина в плотине. Самый край божественного извержения. Поэтому я обращаюсь ко всем бесплодным местам в вашей жизни. Будьте плодотворны. Я обращаюсь ко всем запертым дверям. Откройте их. Я обращаюсь к каждому сухому сердцу. Оживите. И если вы чувствуете это волнение, если что-то внутри вас дрожит от этой странной смеси страха и надежды, это свидетельство Духа, это ваше подтверждение того, что это не просто очередное видео. Это священное выравнивание. Дыхание Бога в этом сообщении, и вы втягиваетесь в совершенное время Царства. Но не смотрите это в одиночку. Это не просто момент, чтобы получить, настало время ответить, и если это слово трогает тебя, если ты чувствуешь, как оно горит в твоих костях, нажмите «Нравится» прямо сейчас, не для тщеславия. Не для метрик. Но потому, что когда вы занимаетесь верой, вы заявляете небесам «Я готов». Я верю. Я принимаю это слово в своей жизни. И что-то происходит, когда мы соглашаемся со словом. Когда наш дух говорит «Да», двери открываются. Цепи падают. Приходит ясность. Это больше, чем сообщение. Это больше, чем поощрение. Это пророческая хирургия. Бог срезает омертвевшую ткань разочарования, снимает стыд и открывает суть своего обетования. «Я не покинул тебя». Я ждал этого дня, чтобы показать тебе, кто я на самом деле. Так что сделайте глубокий вдох. Отпустите страх. Времена года сместились. Дождь уже в пути. И всего через несколько мгновений я открою вам точный момент, когда все изменится, божественный сюрприз, который был скрыт до сих пор. Но сначала нажмите «Нравится». Оставайтесь со мной. Продолжайте слушать. Потому что в промежутке между этим словом и следующим ваше чудо начинается. Позвольте мне вернуть вас к моменту войны, не просто битвы мечей и копий, а божественного противостояния, где воля небес столкнулась с невозможностями земли. Момент, когда все шансы были против народа Божьего, и все же Бог явился не как шепот, а как воин, это была не проповедь. Это было не мягкое слово, это было божественное вторжение. Иисус Навин стоял лицом к Иерихону. Укрепленный город. Неприступный. Стена настолько толстая, что история назвала ее непобедимой. За этими стенами судьба ждала в цепях. Обещание наследства было заложником камня и страха. И Иисус Навин, хотя и верный, был человеком. Он видел чудеса раньше, но это был новый уровень невозможности. У него не было карты. Никакой стратегии. Никаких гарантий. Только видение и бремя, которое он не знал, как нести. Вы когда-нибудь стояли перед своим собственным Иерихоном? Это стена неоплаченных счетов. Это крепость отвержения. Это возвышающаяся структура депрессии, зависимости или одиночества, которая нависает над твоей жизнью и говорит: «Ты никогда не выйдешь в жизнь, которую обещал тебе Бог». Вы знаете, каково это – стоять, не имея ничего, кроме веры в руках, и чувствовать дрожь страха под ногами. Но это было в тот момент, когда Джошуа был один, неуверенный,
подавленный масштабом задачи, это и произошло. Он поднял глаза и увидел его. Не человек, не пророк, но командующий армией Господней. Его меч был обнажен. Его присутствие излучало власть. И его голос разрушил атмосферу. «Сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Господь не пришел с инструкциями первым, Он пришел с личностью. Он пришел не для того, чтобы объяснить стратегию, а чтобы установить одну истину: эта битва не твоя. Она принадлежит мне. Дитя мое, послушай. Тот же Бог, тот же командир небесного воинства стоит перед твой Джерико прямо сейчас. Его меч обнажен. Его голос уже был выпущен. И он не ждет вашей квалификации, он ищет вашей капитуляции. То же самое присутствие, которое стояло с Иисусом Навином, теперь стоит над вашей ситуацией с огнем в его глазах и победа в его дыхании. Это не метафора. Это не миф. Это реальность в духовном мире. За твою судьбу шла война, и это бушевало годами. Вы чувствовали это в своем теле, в своих финансах, в своей семье. Вы задавались вопросом, почему двери захлопываются, когда вы только собираетесь войти? Почему отношения рушатся, когда вы начинаете подниматься? Почему вы чувствуете сопротивление, даже когда все делаете правильно? Вы действительно думаете, что это просто совпадение? Нет. Эта война. Есть настоящий враг. Настоящая тьма. Настоящая оппозиция, которая изучала вас, следила за вами, нацелилась на ваше наследие, но есть и настоящий Бог, который не послал ангела, чтобы возглавить атаку, Он пришел сам. Он пришел за тобой. И как Он сделал с Иисусом Навином, Он приходит с одной миссией, чтобы установить необратимую победу. Он приходит не для того, чтобы вести переговоры с вашим прошлым, а для того, чтобы уничтожить его силу. Не для того, чтобы предложить путь вперед, а для того, чтобы приказать земле уступить вам дорогу. Он не спрашивает вашего разрешения. Он выносит вердикт. Но вот в чем напряжение. Как и Иисус Навин, вы можете чувствовать себя побежденным. Побежденным числом. Вы можете сказать: «Боже, у меня нет сил». И Он отвечает: «Тебе никогда не предстояло бороться с этим в одиночку». Дитя, если бы ты только знала, что сейчас скрывается за завесой. Если бы ваши глаза могли открыться и увидеть ангельские батальоны, выстроившиеся на небесах с поднятыми мечами, с лицами, застывшими как кремень, ждущими приказа с престола. Если бы вы могли услышать гром их марша к вашим обстоятельствам, вы бы перестали плакать и начали хвалить. Потому что врата ада сотрясаются под тяжестью небесного указа о твоей жизни. Это не просто поощрение. Это не поэтический язык. Это пророческое предупреждение. Бог объявил войну вашему угнетению. И Он не проиграет. Вы когда-нибудь задумывались, почему в последнее время участились атаки? Почему ваш сон прервался? Почему страх проникает в ваши мысли, даже когда вокруг вас нет ничего угрожающего? Это потому, что духовная война достигла своего пика. Кульминация уже здесь. Финальное противостояние, и небеса готовятся полностью перевернуть сценарий, так что те самые места, в которых вы когда-то были связаны, станут местами, откуда вы будете свидетельствовать. Чувствуете ли вы это? Это напряжение в груди? Эту дрожь в душе? Это не беспокойство. Это не давление. Это звук божественной готовности. Момент перед трубным звуком. Тишина перед стеной Иерихона рушится без человеческой руки. Это момент перед всем меняется. Но это требует от вас одного – вера.
Бог не сказал Иисусу Навину принести осадные орудия или тараны. Он сказал ему маршировать, ходить. Обходить с верой непреодолимую стену и верить, что божественная сила сделает то, чего никогда не смогут достичь человеческие усилия. И Он говорит вам то же самое: идите. Продолжайте двигаться. Не прекращайте сеять. Не прекращайте провозглашать. Не прекращайте молиться, потому что пока ты маршируешь, Он воюет, пока вы поклоняетесь, Он кричит, пока ты подчиняешься, Он сокрушает твердыни под своими ногами. Понимаете ли вы, в чем здесь чудо? Иерихон пал не потому, что Иисус Навин был силен, а потому, что Бог решил, что пришло время. В Царстве есть идеальное время, когда все выравниваются. И когда это время наступает, даже сам ад не может заблокировать благословение. И мое любимое дитя, сейчас самое время для тебя. Вы можете не чувствовать себя готовыми, но Бог готов. Сигнал уже дан на небесах. Ангелы движутся. Тьма дрожит. И всего через несколько мгновений шлюзы откроются, стена рухнет. Проклятие будет разрушено. Наследство будет освобождено. Итак, позвольте мне спросить вас с огнем в душе, как долго вы еще позволите страху сдерживать вас? Как долго вы еще будете подчиняться лжи о том, что вас недостаточно? Сколько еще ночей вы проведете в поражении, когда воин славы будет стоять рядом с вами? Сейчас не время сдаваться. Сейчас не время отступать. Настало время подняться. Потому что тот, кто повелевает звездами, взял твое дело как свое. И он не придет в тишине, он идет с мечом, с правосудием, с ревом, раскалывающим небеса. И его слово над твоей жизнью окончательно. Твой Иерихон не вечен. Твоя бедность не твоя личность. Твоя боль не твое пророчество. Победа – твое наследие. И Бог, твой Бог, сражается за тебя. Так что оставайтесь до конца этого сообщения. Не прервайте импульс. Потому что в последнем дыхании я выпущу пророческий указ, что активирует эта война в вашу пользу. И когда это слово будет произнесено, ваше чудо начнется. Мы не закончили. Это только середина битвы. Но, дитя обещания, конец уже написан. И он заканчивается в славе. Чудо, которое приходит в твою жизнь, будет соответствовать вашему плану. Он не прибудет по расписанию, которое вы считали правильным. Он не будет иметь того облика, который вы ожидали. Он не будет следовать правилам разума, логики или даже религиозного порядка. Это чудо не организуется в видимой сфере, он выковывается в горниле воли небес, и когда это придет в вашу жизнь, это будет как молния, внезапная, обжигающая, несомненно божественная. Но чтобы получить его, нужно сначала понять, что необходимо изменить. Видите ли, мы живем в мире шаблонов, человеческих циклов, ожиданий, предсказуемых ходов. И если мы не видим двери, мы предполагаем, что нет пути вперед. И если у нас недостаточно денег, мы предполагаем, что мы лишены права на изобилие. Мы списываем себя со счетов на основе цифр, сроков, мнений других. Но Бог не следует сценариям, Он пишет их. Он сжигает страницы невозможностей и говорит светом во тьму, водой в пустыне, богатством в дикие места. И вот священное напряжение, чудо, которое готовится для вас, уже свершилось. Нет человеческого прецедента. Это не повышение, на которое ты подал заявку. Это не прорыв, который ты просчитал. Это действие из разума Бога, незапланированное извержение милосердия, который ударит там, где вы меньше всего ожидали, с направлений, о которых вы даже не задумывались. И это не оставит никаких сомнений, что это было ему. Только он.
Но это также означает нечто глубокое и тревожное. Ваша логика должна склониться, ваши предположения должны рухнуть. Ваша привязанность к тому, как, по-вашему, это должно произойти, должна быть принесена в жертву. Потому что вы не можете нести это благословение в свою жизнь, используя старые системы мышления. Ангел Господень шепчет огнем: то, что грядет, не подчиняется правилам человека. Оно подчиняется только указу короля. Позвольте мне спросить вас сейчас, позволите ли вы Богу удивить вас? Откажетесь ли вы от сценариев, за которые вы цеплялись, от сроков, которые вы установили для Божественного, от маленьких коробок, которые вы выстроили вокруг своей веры? Потому что чудо уже в пути, но оно не будет привычным. И те, кто застыл в ожидании, упустят то, что могут увидеть только мягкосердечные. Бог уже отдал приказ. Благословение движется. Шестеренки сверхъестественного начали вращаться. А как насчет вас? Будете ли вы в состоянии получить? Или вы будете настолько отвлечены тем, что не имеет случилось так, что вы не узнаете, что является происходит? Это моральная дилемма на пороге вашей трансформации. Выберете ли вы поверить в то, чего никогда раньше не происходило в вашей жизни? Можете ли вы довериться чуду, которое ваш разум не может спланировать? Потому что сама природа того, что Бог собирается сделать, такова: вторжение. Это нарушит рутину. Это обойдет ваш интеллект. Это встряхнет ваш календарь. И это бросит вызов вашим внутренним обетам, этим личным заявлениям, таким как «думаю, я просто должен выжить» или «это просто моя судьба в жизни». Они должны умереть. Чтобы ты жил в этом новом наследстве, мышление бедности должно быть похоронено. Вы не можете перенести Египет в Ханаан. Вы не можете носить одежду раба и ходить как королевская особа. Должно быть духовное раздевание, сбрасывание идентичности, которое говорит «я всегда остаюсь позади» или «я тот». Кто наблюдает, как другие получают благословение, это ложь из преисподней, и она не может выжить в свете грядущего действия Бога. Давайте сейчас четко проведем черту, потому что этот момент требует ясности. Бедность против богатства. Страх против веры. Логика против откровения. Контроль против капитуляции. Одна сторона будет держать вас в замкнутом круге. Другой запустит вас в божественный сюрприз. Вопрос больше не в том, будет ли Бог двигаться. Он уже движется. Вопрос в том, сможете ли вы достаточно быстро настроить свое сердце, чтобы поймать волну, прежде чем она пройдет? Это чудо не в твоей квалификации. Это в позиции. Благословение надвигается, как буря, а бури не спрашивают разрешения. Они обрушиваются. Ваша задача – быть готовым. Ваша поза должна быть позицией бдительности. Но готовность не означает совершенство. Готовность означает податливость. Это значит жить так, чтобы, когда Бог скажет «поверните налево», ты не спорь. Когда Он шепчет «отпустите эту штуку», ты это делаешь. Когда Он нарушает твой план чем-то, что кажется глупым, ты не сопротивляешься, ты двигаться. Потому что часто чудо начинается не с увеличения. Оно начинается с прервания. Иисус плюнул в грязь и вытер ею лицо слепого. Исцеление не выглядело святым, но оно было. Бог сказал вдове одолжить сосуды и наполнить их маслом, которого она еще не видела. Это выглядело абсурдно, но это произвело переполнение. Илья вылил воду на жертвенник, да огонь упал с небес. Кто это делает? Но это было доказательством того, что то, что должно было произойти, было сверхъестественное. Поэтому я прошу вас сейчас, когда ваше сердце бьется под тяжестью этого слова, что вам нужно изменить?
За какую идею вы все еще цепляетесь, от которой Бог уже попросил вас отказаться? Какой образ мышления вы носили как доспехи, но на самом деле это была цепь? Какой страх поселился в вашем духе, препятствуя полному исполнению обещания? Потому что что-то должен идти, чтобы родилось нечто большее. Чудо непредсказуемо. Но ваша подготовка может быть преднамеренной. Вы должны выбрать путь радикальной капитуляции. Потому что, пока другие ждут знаков и цифр, у вас есть инсайдерская информация, ты услышал зов. Ты увидел тень меча. Ты почувствовал, как ветры перемен уже начинаются. Ты знаешь в глубине души, что и тот момент не похож ни на один другой. И если вы не ответите сейчас, вы рискуете все упустить. В этом сезоне нет места для теплой веры. Небеса ревут. Сроки сжимаются. И те, кто колеблется, попадут в задержку не потому, что Бог удержал, а потому, что они не были готовы принять. Вы ответите. Это не о религии. Это не о ритуале. Это о позиционировании для откровения. Чудо в движении. Командир славы марширует по территории вашей жизни. И он не просто приносит восстановление, он приносит святое разрушение. Поэтому я умоляю тебя, дитя судьбы, настрой свое сердце. Подготовь свой дух. Отпусти то, что нужно отпустить. Прости того, кого нужно простить. Сей там, где ты боялся сеять. Говори о жизни там, где ты молчал. Провозглашай Божьи обещания над местами, которые кажутся самыми бесплодными. Потому что чудо не постучится дважды. Оно ударит один раз, быстрый, громкий, неоспоримый, и те, кто готов, поднимутся вместе с ним. Те, кто в позиции, поймают ливень. И то, что казалось пустотой, вдруг станет земля жатвы. Это не предложение. Это пророческое предупреждение, пронизанное милосердием. То, что грядет, не будет следовать твоему сценарию. Но оно превзойдет твои самые смелые мечты. Так что поднимите глаза. Освободите свою логику. Оставьте свои оправдания. Потому что что-то формируется за завесой, и это больше, чем ваши молитвы, шире, чем ваше видение, глубже, чем ваша потребность. Приготовьтесь, потому что вот-вот ударит молния. Закройте глаза на мгновение и слушайте не ушами, а духом. С небес доносится шепот, в котором слышно твое имя. Это не отголосок прошлого, не надежда, отложенная на далекое будущее. Это реальность настоящего. Момент настал. Чудо снизошло. И благословение – это уже не то, чего вы ждете. Это то, в чем вы сейчас находитесь. Вы можете еще не видеть все это своими глазами, но ваш дух уже знает, Бог двинулся. Присутствие Господа окружает вас даже сейчас. Он вошел на поле битвы вашей жизни и объявил мир. Он вошел в ваш хаос и вдохнул порядок. И так же верно, как восходит солнце, Он отметил тебя для божественного освобождения. Вы больше не молите о чуде, вы являетесь сосудом, через который оно течет. Доказательства Его силы начнут проявляться. Не в отдаленном месяце, не в чьей-то чужой истории, но в вашем собственном доме, в вашем собственном теле, в вашем собственном разуме, в ваших собственных финансах. Это время, когда исцеление и восстановление начинают проявляться, как огонь с небес. Каждая часть тебя, которая болела, каждое место в твоей душе, которое было разорвано и изуродовано годами молчаливых битв, это прикосновение руки Божьей. Боль, которую ты похоронил под своей улыбкой. Предательства, о которых ты никогда не говорил вслух. Страх, который камнем застыл в твоей груди. Бог все это убирает, как роса,
испаряющиеся под утренним светом, эти тяготы тают. И на их месте мир. Мир, который не имеет смысла. Мир, который невозможно поколебать. Ты проснешься с ясностью, с новым ритмом в сердце. Там, где была горечь, будет смех, где было горе, будет радость, где отношения были нарушены, Бог переписывает связь, давно потерянные связи вернутся. Блудные дети найдут дорогу домой. Вы не наблюдаете конец чего-то, вы проживаете возрождение всего того, что когда-то было утрачено. И вот, как раз когда вы начинаете переводить дыхание, прибудет вторая отметка «Неожиданное обеспечение». Небесное хранилище теперь открыто над твоей жизнью. Недостаток, который душил твои мечты, никогда недостающий, который правил твоими днями, они были отменены, вы увидите, как деньги придут оттуда, откуда вы их не ожидали. Долги будут списаны. Проекты, которые пылились, будут возрождены. Мечты, которые вы заперли под замком, снова покажутся возможными. Вы начнете видеть движение там, где была только неподвижность. Где вы были невидимы, вас узнают. Где вы были позади, вы прыгнете вперед. Бог не только обеспечивает ваши нужды, Он изливает изобилие, такое богатство, которое питает ваш дух так же, как ваш банковский счет. И вы узнаете, что оно не пришло от человека, это была подпись небес на твоей жизни. Но это еще не все. Есть еще кое-что, третья отметка. Двери откроются, да, те двери. Те, перед которыми вы плакали. Те, о которых вы перестали молиться, потому что тишина была слишком громкой. Возможности, которые, как вы думали, предназначены для других. Комнаты, в которые вы считали себя недостойными войти. Бог не просто открывает их, Он широко их распахивает, вы войдете в место, куда вам когда-то было запрещено заходить. Предложения сами вас найдут. Партнерства расцветут. Отношения будут восстановлены. Министерства будут рождены, идеи, не имевшие никакой поддержки, теперь будут пользоваться популярностью, ты пойдешь по тропам, которые были скрыты от других, потому что Бог проложил секретный путь специально для тебя. И все это будет ощущаться так естественно. Вот как вы поймете, что это сверхъестественно. Потому что это четвертый признак чуда – сверхъестественная благодать. Она понесет тебя. Тебе не придется гнаться за тем, что твое. Она прибудет. То, что раньше было трудным, станет легким. Люди начнут поддерживать вас, даже не зная почему. Ситуации, которые были против вас, внезапно изменятся. Обстоятельства, которые когда-то приносили вам боль, теперь будут служить вашему прогрессу. Вы почувствуете, как будто невидимая рука направляет каждый твой шаг, потому что это так. Это не милость на один день. Это не облегчение на мгновение, это подпись вечного в твоей жизни, эта благодать настолько специфична, настолько создана специально для вашего пути, что даже ваши враги скажут: «Истинно, Господь с ними». Возлюбленные, это не вымысел. Это не шумиха. Это твоя реальностью этого момента и впредь. Вы уже благословлены, вы больше не пытаетесь заслужить это. Вы не ждете доказательств. Вы стоите в милости Всевышнего. Доказательства уже движутся к вам. Трансформация уже началась, теперь вы – избранный сосуд для невозможного. Но такое благословение требует взамен одного – сдаваться. Вы должны сдаться тому, кто не похож ни на кого другого. Вы должны полностью открыть свое сердце не религии, не ритуалу, а божественные отношения с необыкновенным Богом, который избрал вас. Сейчас не время для колебаний, настало время полной капитуляции. Отдайте свое сердце, свои страхи, свои планы, свои сроки. Положите их к Его ногам. Позвольте Ему сделать то,
что может сделать только Он. Потому что когда Он движется, все меняется. Речь идет не только о том, чтобы получить то, что вы хотите. Речь идет о том, чтобы стать тем, кем вы были рождены быть. Бог преображает вас, Он делает вас целостными, исцеленными и святыми. Ваша жизнь становится сосудом Его славы. Не просто благословенной, но и благословением для других. Ты прошел сквозь огонь. Ты выдержал тишину. И теперь вы встаете. Вы возвышаетесь в здоровье. Вы возвышаетесь в богатстве. Вы возвышаетесь в ясности, в мудрости, в сверхъестественной милости. Вы возвышаетесь, потому что сам Бог наклонился и прошептал в небесной чертоге: «Сейчас самое время. Дайте обещание. Пошлите чудо». И это произошло. Итак, теперь со всем, что в вас есть, примите это. Пусть она заполнит ваш дух. Пусть она пропитает ваш разум. Пусть она омоет каждое место в вас, которое все еще сомневается. Это твой момент. Это твое благословение. Это твое наследие. И если вы верите в это, если вы чувствуете, как эта истина ревет внутри вас, тогда воспользуйтесь этим моментом, чтобы закрепить ее. Напишите в комментариях ниже: «Я получаю благословение. Я отдаюсь чуду. Это мое время». Сделайте это заявление публичным. Пусть небеса и ад услышат это. Пусть ваше будущее «Я» вернется в этот момент и скажет: «Это был поворотный момент». Вот тогда все изменилось. Потому что все изменилось. Добро пожаловать в ваше чудо. Отец славы, Господь воинств, вечный командир ангельских армий, сегодня мы предстаем перед Тобой не с сомнением, но с трепетным ожиданием. Мы признаем Твой голос как окончательную власть на небесах и на земле. Ты не Бог задержки, но Бог божественного времени. И теперь, сейчас, мы вступили в идеальное время, которое Ты назначил для нашего освобождения. Мы поднимаем глаза, Господь, как Иисус Навин перед стенами Иерихона. И так же, как Он, мы оказываемся стоящими перед чем-то слишком большим, слишком невозможным, слишком глубоко укорененным в человеческой логике, чтобы когда-либо быть поколебленным человеческими руками. Но Ты, о Боже, не ограничен стенами или сроками. Ты тот, кто сказал в Исаии 45:2: «Я пойду перед Тобою и горы уравняю, сломаю ворота медные и сломаю засовы железные». Итак, сегодня мы отдаемся этому слову. Мы отдаемся Твоей тайне. Мы перестаем требовать ответов и начинаем подчиняться указаниям. Даже когда мы не понимаем пути, мы будем ходить в нем. Даже когда шаги кажутся нерациональными, мы последуем, ибо неразумение не спровергло Иерихон, а послушание. И мы заявляем: «Господи, мы подчинимся». Ваш ангел Михаил напомнил нам: не ждите, пока поймете детали. Просто следуйте божественному указанию. И поэтому мы отбрасываем все интеллектуальные возражения, все промедления страха, все попытки контроля и с радостью принимаем тайну. Потому что мы верим, что Ты делаешь нечто, превосходящее разум. В этом священном отчете, когда время сужается, а вечность приближается, мы взываем с верой, а не со страхом. Мы заявляем, что каждая секунда пропитана смыслом, каждый момент приближает нас к порогу сверхъестественного извержения. И поэтому с каждым вдохом мы восхваляем Тебя. С каждым ударом сердца мы высвобождаем благодарность. Потому что теперь мы понимаем, каждое слово похвалы – оружие. Каждый акт послушания – ключ. Пусть шестеренки небес продолжат вращать наши жизни. Пусть каждая сокрытая дверь распахнется с божественной силой. Как гласит Псалом 23:7: «Поднимите, врата, главы ваши, поднимитесь, древние двери, да войдет Царь славы».
Мы приглашаем Тебя сейчас, Царь Славы. Не просто в нашей ситуации, но в нашу перспективу, в наше планирование, в нашу капитуляцию, в саму структуру того, как мы видим наше будущее. Потому что грядущее чудо, как Ты ясно дал понять, это не просто награда, это результат долгой подготовки. Мы помним, что Ты сказал Иисусу Навину: «Сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, свято». В этот момент Ты открыл, что награда придет не через силу, а через почтение, через выравнивание, через тайное послушание. Поэтому мы чтим Тебя сейчас в невидимых уголках наших сердец. Мы готовим наши духи. Мы очищаем наши разумы. Мы обновляем наши алтари, потому что мы не хотим пропустить этот божественный поворот. И мы не хотим тратить впустую то, что Ты приготовил. Мы заявляем сейчас верой, что исцеление течет. Тело, разум и душа. Что обеспечение прибываете с неожиданных мест. Что двери открываются, где мы видели только стены. Что благодать несет нас, где сила не смогла. И мы стоим на обещании из послания к Евреям 11:1. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, мы не ждем доказательств. Мы заявляем суть. Мы верим, и поэтому мы говорим: «Теперь, Отец, высвободи полноту того, что Ты приготовил». Мы не будем просить снова, мы будем благодарить Тебя. Мы не будем умолять, мы будем хвалить. Потому что награда здесь. Он уже врывается в нашу реальность, и мы будем готовы. Мы произносим это, запечатываем это и стоим в этом, во имя могущественного, несравненного Иисуса Христа, нашего воина и нашего Спасителя. Аминь. Теперь мы стоим вместе на самом краю. Чудо Божье в вашей жизни уже разворачивается. И оно начнется так, что смирит вашу гордость и испытает вашу веру. Вас могут пригласить на то, что кажется небольшой, простой встречей, тихий кофе, непринужденная беседа, предложение присоединиться к скромному проекту, который еще не показывает блеска золота. Но я говорю вам сейчас, этот проект несет аромат судьбы. Это сосуд. Это священная дверь. Не отвергайте ее. Это святая земля, замаскированная под обыденность. Вы стоите на краю чего-то божественного. Богатство Бога не всегда приходит через зарплаты или подписи. Иногда оно приходит через смирение. Иногда оно прячется внутри человека, который видит вас не из-за того, чего вам не хватает, а из-за того, что небеса уже провозгласили над вашей жизнью. И этот человек, эта спасительная фигура, не придет спасти вас, потому что вы уже были спасены заветом Божьим. Крест – ваше спасение. Кровь – ваше искупление. Но этот человек, он придет как ключ к двери. Ключ, который Бог выковал до вашего рождения. Ключ, который идеально подходит вашему призванию. Поэтому я призываю вас, не пытайтесь произвести на него впечатление. Не пытайтесь доказать, что вы достойны. Вы уже достойны. То, что тронуло его, что возбудило его сердце по отношению к вам, это не ваши квалификации или ваше резюме. Это был ваш дух, ваше сердце, ваше смирение, масло подлинности, которое капает с вашего тихого послушания, когда никто не смотрит. Божья благосклонность сделала вас притягательным. Ваша вера сделала вас незабываемым. Когда наступит момент, а он скоро наступит, ваша единственная задача – присутствовать и быть спокойным. Принимать. Позвольте ему раскрыться. Нет необходимости бороться. Нет необходимости хватать, объяснять или убеждать. Божьи благословения не требуют вашей манипуляции. Они требуют вашего доверия.
Когда Бог открывает дверь, Ему не нужно, чтобы вы ее выбили. Ему нужно только, чтобы вы прошли через нее с почтением, осознанностью, миром. Ни страха, ни неудачи, а божественный полет. Место, где встречаются судьба и решение. Место, где последний отсчет небес больше не является далеким обещанием, а ревущим заявлением в твоей груди. 20, 10, 5 секунд. Ты прошел через послание. Ты выдержал бурю. Ты плакал безмольными слезами, ждал в невыносимой тишине. И теперь, сейчас ты больше не ждешь чуда. Ты живешь внутри того момента, когда оно приходит. Чувствуете ли вы это? Этот электрический импульс приближающихся небес, это изменение в воздухе вокруг вас. Врата открылись. Атмосфера изменилась. И история, которая когда-то определяла вас, рушится под тяжестью сверхъестественного нового начала. Бог не говорит в общем. Он не обращается к толпе. Он зовет тебя по имени, по назначению, по вечному замыслу. Ты избранный в этот момент, специально подобранный, чтобы прыгнуть в главу, столь необычную, что ни один человек, ни один демон, ни одно ограничение не смогут отрицать этого. Бог отметил тебя для величия. Все, что вы считали невозможным, является покорностью Его указу. Все, чего вы боялись и что это никогда не изменится, уже изменилось. Все, что казалось неподвижным, теперь устремляется вперед, словно река, освободившаяся от плотины. И теперь выбор за вами. Прыгнешь ли ты в неизвестность с широко открытыми глазами веры? Отдашься ли ты полностью этому божественному взрыву цели? Скажешь ли ты «да» не только губами, но и жизнью? Потому что это не просто сообщение. Это объявление из вечности. Такое объявление, которое раздвигает море, которое раскалывает тюремные двери, которое превращает плач в танец, а пепел в короны. Это момент, которого жаждала твоя душа, даже когда твой разум не понимал задержки. Это прорыв, который наступает, когда все остальное терпит неудачу, потому что Бог никогда не позволит твоему чуду разделить заслугу с человеком. И теперь, на краю всего этого, вы должны увидеть новыми глазами. Посмотрите еще раз. Не с логикой, а с верой. Посмотрите на свою ситуацию. Посмотрите на свои финансы. Посмотрите на свои отношения. Посмотрите на свое здоровье. Посмотрите на свои мечты, они уже не те, что были несколько минут назад. Только за то время, что вы провели под этим помазанным словом, небеса издали новый приказ. Цепи, о которых вы даже не подозревали, были порваны. Двери начали распахиваться в местах, где вы никогда не ходили. Чудо уже начало свое нисхождение. Теперь Бог говорит: поднимите руки, поднимите голову. Время прятаться закончилось. Время выживать закончилось. Настало ваше время подняться. Он привел вас к этому не только для того, чтобы возбудить ваши эмоции, Он привел вас сюда, чтобы активировать вашу трансформацию. Это грань перед полетом. Это трепет перед славой. А что будет дальше, зависит от того, что ты делать с тем, что вы получили. Так что не позволяйте этому слову закончиться здесь. Пронеси это вперед. Провозгласи это вслух. Запечатай это в своем духе, произнеси это над своим домом, над своей семьей, над своим будущим, а затем встань в него. Не отступай, не оглядывайся, не сомневайся в чуде, которое уже движется к тебе. Сейчас не время задавать вопросы, это время поклонения. Если это послание пронзило ваш дух, если вы почувствовали руку Божью, протянутую к вам, оставьте комментарий прямо сейчас, напишите это как заявление.
а не просто ответ «Я получил свое чудо». Я готов к следующей главе. Пусть небеса будут свидетелями вашего согласия. Пусть другие увидят, как ваша вера поднимается, как маяк, приглашая их в это божественное движение прорыва. И если вы еще не подписались, сделайте это сейчас. Не просто для того, чтобы следить за очередным видео, а чтобы оставаться на связи с этим живым потоком откровения. Потому что то, что Бог начал в вас сегодня, Он намерен поддерживать и приумножать. Это только начало. Следующие эпизоды углубят ваши корни и расширят ваши возможности. Чудеса – это не моменты, это движение. И теперь вы часть одного из них. Будет больше. Будет больше. В следующем видео мы рассмотрим, как поддерживать благословение, как хранить чудо, когда оно пришло, и как ежедневно ходить в соответствии с божественной милостью. Потому что получение – это только первый шаг. Жить в изобилии, жить в переполнении – это ваша новая реальность. Но сегодня пусть это будет вашим алтарем. Пусть это будет момент, который вы запомните как границу между «до» и «после». Момент, когда все оправдания закончились, все страхи отпали, и ваше будущее наконец-то открылось. Так что прислушайтесь к последнему призыву Духа, который эхом отзовется в вашей душе. 5, 4, 3, 2. А потом внезапно все меняется. Чудо свершилось. Ты больше не тот, кем был. Это ваше новое начало. А теперь пройдитесь по нему. И никогда не оглядывайся назад.